Здравствуйте! Я приветствую вас на канале «Спицами и крючком». После того, как я в прошлом году сделала мастер-класс одного чудесного ангелочка, от подписчиков поступило много просьб делать больше подобных проектов. Так как мастер-класс последнего ангела для некоторых оказался слишком сложным, я решила в этот раз взять более простой проект, хотя сам ангелочек, на мой взгляд, получился очень даже симпатичным. Мастер-класс этого ангела немного проще, и к тому же внутри видео можно найти также схемы, которые помогут вам разобраться с узором ангелочка. Если будут вопросы, обязательно задавайте, отвечу с удовольствием. Желаю вам приятного просмотра и легких петелек. Мы вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и соединяем их в кольцо. У нас получилось колечко из 10 воздушных петель. Теперь мы делаем 2 воздушные петли для подъема и вяжем 20 столбиков с накидом в это кольцо. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 20. Я связала 16 столбиков, вяжу 17, 18, 19 и 20. И последний столбик я соединяю просто вместе. Все, вот у нас получилось такое колечко. Второй ряд мы вяжем следующим образом. Мы делаем 2 столбика с накидом в первую петлю, затем следующую тоже 2 столбика с накидом. Таким образом немножко происходит увеличение, расширение нашего лифа. Следующие 2 столбика мы провязываем один в один. И в следующие делаем также 2 в 1, 2 столбика в одну петлю. И в следующую тоже 2 столбика в одну петлю. Вот у нас получилось здесь 10 столбиков с накидом. Из 6 как бы 10. Это лиф. Теперь мы вяжем крылышко. С одной стороны я уже провязала это. Я делаю 3 воздушные петли. И в следующую петлю столбик с накидом. Затем 1 воздушную петлю, столбик, 1 воздушную петлю, столбик. И опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяю это вместе. Вот у нас получается такой вот второй ряд. Третий ряд мы вяжем следующим образом. Мы вяжем в 10 столбиков с накидом. Также 10 столбиков просто одно в одну. 1, 2, 3,
9 и 10. Это мы провязали лиф и делаем теперь 4 воздушных петли для крылышка. В 3 воздушных петли делаем 3 столбика без накида. Затем опять 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем в наши столбики предыдущего ряда. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля и столбик. Такая сеточка у нас получается здесь. Теперь делаем опять 4 воздушных петли. 3 столбика без накида под 3 воздушные петли предыдущего ряда. И опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И я соединяю просто вот такой получается узор. Начинаем вязать 4-й ряд. Делаем 2 воздушные петли для подъема и столбик, столбик. Так же, как мы вязали. Получается тоже 10 столбиков. 9. 10. Вот у меня для лифа получилось, как всегда, 10 петелек. Затем я делаю 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Это уже крылышко наше начинается. И вот эти из 3 столбиков без накида я делаю 5. То есть я в первый столбик делаю 2 столбика без накида, во второй 1 средний и в последний также 2. У нас получается тогда 5 столбиков. Здесь немножко на расширение нам нужно, чтобы у нас крылышко расширялось. Затем делаю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И иду под воздушные петли, делаю столбики. Столбик с накидом, воздушную петлю и под следующую тоже. Здесь у нас уже происходит уменьшение, немного мы уменьшаем. Затем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 2 столбика без накида в первый столбик. Затем 1 в 1 и 2 в 1. То есть, чтобы у нас получилось раз, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и соединяю с нашим лифом. Затем я начинаю вязать следующий ряд. 2 воздушные петли для подъема и 10 столбиков с накидом.
Это у нас получается лиф, как всегда. Вот я связала 8, теперь 9 столбиков и 10. Это у нас лиф. Делаю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем то, что у нас было расширением, я сейчас сужаю. Я делаю в 5 столбиков, теперь 3. Как бы один пропускаю, потом вяжу 3 столбика, и один у нас тоже остается свободным. Такой у нас ромбик получится потом. Сделаю 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И вяжу в столбик вот этот галочку. Я делаю в него столбик с накидом, одну воздушную петлю и еще один столбик с накидом. Вот у нас получается такая галочка. Затем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И в следующий столбик тоже галочку. Столбик, воздушная петля и столбик. Затем делаю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 5 столбиков без накида делаю 3. То есть пропускаю первый и не довязываю последний. 1, 2 и 3. Чтобы у нас получился такой ромбик. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заканчиваю вязание этого ряда. То есть я провязала это 2 раза. С одной стороны и с другой. В 6-м ряду мы делаем столбики не с накидом, а без накида. Для того, чтобы лиф не был слишком длинным, мы делаем 10 столбиков без накида. Девять, 10. Затем мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И провязываем под воздушные петли предыдущего ряда такую комбинацию. Мы делаем столбик с накидом. Затем делаем как бы пышный столбик. Ну, то есть мы не заканчиваем один столбик с накидом до конца. Второй не заканчиваем, а потом провязываем их вместе. И опять столбик с накидом. Вот такой у нас получается. Затем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем только один столбик с накидом. Здесь как бы это у нас ромбик заканчивается. Затем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И делаем вот в эту галочку ту же самую комбинацию, что мы делали перед этим. То есть это будет столбик с накидом. Затем незаконченный столбик с накидом. Затем еще один незаконченный, и мы их соединяем. И еще раз столбик с накидом. Затем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Под 3 воздушные петли предыдущего ряда один столбик с накидом.
один столбик без накида. Раз, два, три, 4. Опять нашу комбинацию из столбика с накидом, одного недовязанного столбика, второго недовязанного до конца столбика, который мы соединяем, и опять столбик с накидом. Затем раз, два, три, 4, 5 воздушных петель. Опять в серединку, в средний столбик, столбик без накида. Раз, два, три, 4, 5 воздушных петель. И опять нашу комбинацию просто под петельки. Столбик с накидом, один недовязанный столбик, второй недовязанный столбик и опять столбик с накидом. И опять 3 воздушные петли. И я соединяю с началом ряда. Вот такой у нас узор получается.